Всем привет! Сборка ПК дело очень тонкое, ведь один неправильно подобранный компонент может навсегда вас лишить комфортного FPS в CSGO. Поэтому в этом видео я покажу вам идеальную игровую сборку за 50 тысяч рублей, которой хватит с головой на ближайшие года 3 минимум. Такой ПК сможет спокойно тянуть все игры в Full HD разрешении на максимальных настройках графики. Ну а перед тем как перейти к сборке ПК за 50к, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для вас 100 секунд делов, а мне будет приятно. Ну что ж, давайте начнем. Сборку ПК я делал категорически из нового железа и никак не затрагивал БУ рынок. Если вам интересны сборки из БУ комплектующих, то обязательно отпишите об этом в комментариях. В этой сборке бюджет у нас не резиновый, но и не совсем маленький. Поэтому за эти деньги будем сделать сборку ПК на Ryzen 5 3600, который уже на протяжении года держит место лучшего игрового камня в среднем сегменте процессоров. Можно было бы сэкономить чутка денег и взять Ryzen 5 1600, но бюджета нам все равно не хватит на топовые видеокарты. Поэтому не вижу смысла изобретать велосипед и жертвовать самым главным компонентом игрового ПК. В общем, берем процессор за 12 890 рублей. Все цены я буду называть Citylink, но вполне возможно, что со временем они могут поменяться. Так что рекомендую не тянуть и делать сборку своего ПК уже сегодня, а то вдруг курс доллара нас опять порадует. Под Ryzen 5 3600 нам понадобится более-менее вменяемая материнская плата, которая не расплавится и не рассыпется, но в то же время не даст нам превысить бюджет сборки. Я выбрал отличную материнку Gigabyte B450M DS3H. В ней присутствует все необходимое, чтобы позволить вам нагибать в онлайн игры. 4 слота под оперативную память, 2 разъема PCI Express, слот под M2 накопители. А также стоит отметить ее отличную зону питания процессора, которая построена на очень качественных мосфетах. А радиатор на них придаст вам элегантности и температурного комфорта. Есть варианты подешевле, можно сэкономить около 500 рублей. Но я решил не удешевлять материнку, ведь у нас сборка ПК на Ryzen 5 3600, а не на гиперпне. Поэтому берем эту материнку за 5200 рублей. Итого бюджет нашей сборки уже составляет 18 100 рублей. Давайте перейдем к выбору оперативной памяти. Брать дешевую оперативку и разгонять ее руками мы сегодня не будем. Это хороший бюджетный вариант, однако не все умеют гнать оперативку. Все-таки бюджет слегка разгуляться у нас есть. Поэтому смело тарим две планки Kingston HyperX Fury по 8 ГБ с частотой 3000 МГц и просто шикарными 15 таймингами. И я выбрал именно эту АЗУ, так как она не сильно дорогая и работает из коробки на весьма неплохой частоте. А также ее можно будет еще неплохо так разогнать. Две планки этой памяти обойдутся нам в 6790 рублей. Кстати, я недавно делал видео про выбор оперативной памяти для Ryzen 5 3600. Если вам интересно, то можете посмотреть его по ссылке внизу. Ну что ж, наша сборка уже наполовину готова. Осталось только вставить видеокарту и собраться где-нибудь на столе. Шучу, конечно, в сборку ПК за 50 тысяч рублей я включил не только комплектующие, но еще и корпус. Ну а пока давайте перейдем к видеокарте. Брать БУ хлам мы не будем, а пойдем все в тот же магазин и возьмем за 18 850 рублей самую удачную видеокарту 2020 года. А именно GTX 1660 Super, которая идеально подойдет в игровой ПК на Ryzen 5 3600. Я выбрал эту карту, так как я делаю сборку не на пару лет, а с запасом. И тыкать сюда какую-то GTX 1650 Super было бы очень глупо, ведь как правило надолго этих карт не хватает. А здесь мы получаем царские 6 ГБ GDDR6 памяти и достойную производительность для Full HD игр. Можно было бы присмотреть вариант чуть дешевле с одним кулером, но какая игровая сборка ПК будет делаться на таком шлаке? Да и в целом я не понимаю блогеров, которые советуют эти однокулерные печки, ведь лучше один раз чутка переплатить, а потом спать спокойно. С чем нам собственно и поможет карта от Polit, которая уже давно ваш дом не спалит. Еще с 10 серии эта видеокарта отлично зарекомендовала себя на рынке. Да, они не самые холодные, но в то же время самые дешевые. Да и сама плата у них сделана достаточно ответственно. На всех моделях стоят предохранители, которые в случае чего спасут вашу карту от смерти. Запитывать все это дело мы будем чем угодно, только не аэрокулом. Я присмотрел неплохой блок питания Thermaltake Smart RGB на 600 Вт. Он вполне справится со своей задачей и точно не спалит нам систему. Да и плюс ко всему у него есть RGB подсветка, которая однозначно даст лишних пару кадров в играх. В целом для нашей сборки нам нужно Вт 500, но с нынешними ценами на блок питания я решил лучше брать с запасом, лишним точно не будет.
В общем, берем его за 3560 рублей и вешаем на новогоднюю елку вместо шариков. Бюджета у нас уже остается немного, поэтому придется чутка сэкономить на жестком диске. Я добавил в эту сборку SSD на 120 гигабайт за 1890 рублей. На первое время перехватиться этого хватит любому, а в будущем вы себе просто можете докупить жесткий диск. Ну или может у вас в шкафу завалялся старый хард, который можно и всунуть в пару к SSD. Брать именно один жесткий диск при сборке ПК я категорически не рекомендую. В 2020 году компьютер без SSD это как автомобиль без бензина. Вроде как и едет, но приходится толкать. Ну и давайте наконец выберем корпус, и я расскажу вам, почему именно такая сборка ПК будет лучше и за 50 тысяч рублей. Корпус я присмотрел самый простой от компании Accord. Если у вас еще есть деньги разгуляться, то можете взять себе что-то получше. Например, какой-то Aerocool. Но я лично считаю, что лучше купить хорошее железо и собрать его в неприметном ящике, чем собирать i3 в топовой коробке. А учитывая, что у многих уже есть корпус от старого ПК, то можно собраться в нем и докупить еще лишний SSD. В общем, берем корпус Accord Sky за 1300 рублей. Итого наша сборка обойдется нам в 50 490 рублей. Преимущество этой сборки в том, что мы получаем отличный процессор и отличную видеокарту. А самое главное, мы покупаем все новое и с гарантией, и в случае чего мы не останемся без какого-то из комплектующих. Плюс ко всему у нас есть запас по процессору, и со временем можно спокойно будет ставить как RTX 2070, так и более старшие карты. Ведь Ryzen 5 3600 с хорошей АЗУ спокойно хватит для любой видеокарты. Если у вас чутка больший бюджет и вы бы хотели сразу взять видюху с рейтрейсингом, то советую присматриваться именно к RTX 2070, так как RTX 2060 это крайне неудачная карта как по цене, так и по производительности. Также не стоит забывать про охлаждение процессора. Я бы не стал включать его в сборку, так как у большинства уже есть неплохие башни, а кто-то захочет взять боксовую версию Ryzen 5 3600. Скажу лишь, что камень не сильно горячий и под него достаточно будет какого-то гаммакса или боксового кулера. В общем, вот такая сборка ПК у меня получилась за 50 тысяч рублей. Напишите в комментариях, что бы вы могли изменить или дополнить в моей сборке. Думаю, всем будет интересно почитать. Ведь на мой взгляд такая сборка это идеальное соотношение цены и производительности. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. До скорых встреч, друзья!